В малайском влажном лесу обитают, пожалуй, самые странные насекомые на нашей планете. Диапсидная муха. У нас ее называют стебельчатоглазая муха. Этот малыш только что появился на свет. Он еще не похож на своих родителей, и поэтому ему нужно кое-что сделать. Муха начинает заглатывать воздух, который, проходя через голову, начинает надувать внутреннюю полость перед глазами. Глаза расходятся в стороны, и расстояние между глазами может превышать длину тела насекомого. Причем происходит это довольно быстро. Всего около 15 минут занимает весь процесс. Через несколько часов все затвердеет, и наш красавец готов. Девочки от таких глаз в восторге. К тому же, такое расположение глаз обеспечивает очень хороший обзор. Муха может видеть, что происходит сзади. Теперь самец готов сразить своим обаянием самочек. Он отправляется в полет. Но делает он это по понятным причинам неуклюже. Затем самцы меряются своими роскошными глазами, и у кого они длиннее, тот и победил. Но если их размеры одинаковые, то выяснить достойного придется в битве. Они бьют друг друга лапками и могут довольно долго для насекомых этим заниматься. Проигравший уходит, и все достается победителю. Этот червь действительно ужасен. Сейчас он голоден и ищет жертву. Он плотояден, и в его рацион входят в основном дождевые черви. Иногда он пожирает улиток и многоножек. Необычен его внешний вид. Его голова напоминает молот, отсюда и название – молотоголовый червь. Когда червь выслеживает свою жертву, он обвивается вокруг нее как змея и опутывает слизистыми выделениями. В них находится в небольшом количестве нейропаралитический яд – тетродоксин, используемый также для защиты от хищников. Он быстро попадает в кровь. Ротовое отверстие располагается ближе к середине нижней части тела червя. Обволакивающая добычу слизь выполняет дополнительно роль пищеварительного фермента. Хищник просто высасывает содержимое переваренных внутренних органов жертвы. Рот червя также служит его анусом. Червь может прожить несколько недель на своих запасах и будет пожирать свои собственные ткани для еды. За неимением дождевых червей, улиток и многоножек, они могут поедать себе подобных, то есть являются каннибалами. Молотоголовые черви по существу бессмертны. Обычно червь размножается путем фрагментации, оставляя за собой кончик хвоста, прилипший к листу или другому субстату, который затем развивается во взрослую особь. Если червя разрезать на куски, то каждая секция может регенерировать в полноценный организм в течение нескольких недель. Поврежденные черви быстро регенерируют поврежденные ткани. Молотоголовые черви широко распространены в Юго-Восточной Азии. Наибольшие их популяции наблюдаются в тропической и субтропической зоне Индокитая, особенно во Вьетнаме и Камбодже. Вместе с экзотическими растениями они были завезены в Европу и Северную Америку, где успешно акклиматизировались в условиях умеренного климата. Здесь они живут преимущественно в оранжереях и ботанических садах. Черви довольно длинные и могут достигать 60 см в длину, но обычно их размеры не превышают 30 см. В тропических лесах живет удивительное существо, называемое анихофором или бархатным червем. С виду довольно милый червячок, но на самом деле это жуткий маньяк, вооруженный необычным оружием. Он почти слеп
и ориентируется по звуку и колебанию воздуха. Усики – это его антенны. Благодаря своим мягким ножкам передвигается он бесшумно, и жертва не слышит, как он приближается. Анихофор слышит передвижение жучка и расчехляет свое оружие. Два пистолета, стреляющие клейкой нитью на расстоянии до полуметра. Эта слизь, попадая на жертву, быстро застывает. Она никак не вредит жертве, а лишь обездвиживает ее. У Анихофора во рту есть разделочный нож, с помощью которого он вскроет этого жука, впрыснет слюну, содержащую специальные ферменты, превращающие внутренности в бульон, а затем высосет все до капли. Жук в западне, он не может убежать или дать бой червю. Он все чувствует, и ему приходится лишь смирившись ждать своей неминуемой гибели. Бархатные черви очень медленные, но они могут поймать такую быструю жертву, как таракан. Таракан быстро передвигается по засохшим листьям. Хищник уже приготовился стрелять, как вдруг таракан, будто почуяв опасность, замирает. Но один усик предательски выпрямляется. Реакция червя последовала незамедлительно. Осталось только доползти и спокойно выпить все соки таракана. Очень удобно, даже драться не приходится. Бархатные черви – это древние существа, живущие еще со времен динозавров. В длину они вырастают до 20 сантиметров, имеют множество пар ног. Их передвижение мягкое и бесшумное. На каждой ножке имеется коготь, позволяющий анихофоре передвигаться даже по вертикальным поверхностям. Гусениц на нашей планете огромное количество. По внешнему виду они порой различаются очень сильно. Например, эта при опасности приобретает вид змеи, тем самым отпугивая врагов. Многие гусеницы ядовиты, но всех их объединяет одно: все эти гусеницы питаются листьями и растениями. Но везде есть исключения. Гавайская гусеница Эопитеча. Живя в роскошных лесах, полных сочной растительности, эта гусеница предпочитает питаться плотью насекомых. Она хорошо маскируется под окружающую среду. Ее оружием является 6 когтистых лапок. И как только добыча подойдет ближе, гусеница хватает ее и начинает есть. Абсолютно непонятно, почему эта гусеница выбрала именно такое меню. На Мадагаскаре живет, пожалуй, самый необычный паук, которого вы когда-либо видели. Паук-пеликан. Передний конец головогруди у пауков-пеликанов вытянулся вверх, образовав подобие шеи, на которой сидит голова с глазами. Из этой головы растут удлиненные хелицеры, сбоку напоминающие птичий клюв. У большинства пауков хелицеры – это короткие малоподвижные придатки с когтем на конце, через который в добычу впрыскивается яд.
Однако у пауков-пеликанов они превратились в грозное орудие для захвата добычи, обладающее высокой подвижностью. Паук не строит паутину, но может выделять ее, чтобы, например, спуститься на паутинке с ветки в случае опасности. В отличие от большинства других пауков, пауки-пеликаны охотятся исключительно на других пауков. Из-за строения своего тела ему крайне неудобно передвигаться по паутине. Но как же добраться до паука, сидящего в самом ее центре? Паук-пеликан паука все соки. Одной из наименее изученных экосистем в мире является глубоководное дно. На огромной глубине обитает множество невероятных созданий. Вот одно из них. Рыба-тренога. Рыбы-треноги обитают на глубине до 6000 метров. Они распространены почти по всему миру и уникально сконструированы для своего образа жизни. Вместо того, чтобы плавать по дну в поисках пищи, эта рыба позволяет своей еде найти себя. Но в отличие от лягушек или подобных рыб, которые полагаются на камуфляж и ловят ничего не подозревающую добычу из засады, рыбам-треногам даже не нужно двигаться во время охоты. Вместо этого они сидят неподвижно на длинных тонких плавниках над морским дном и выхватывают добычу из водной толщи. Они поворачиваются передней частью тела против течения. Это позволяет их предпочтительной добыче, зоопланктону, попадать прямо в пасть. Охотнику не нужно прилагать даже малейших усилий, чтобы поймать еду. Рыбы-треноги получили свое название, потому что они выглядят так, как будто они сидят на треноге. Несмотря на среду обитания, рыбы-треноги достаточно хорошо изучены. Они живут на мелкозернистом песке на глубине, как правило, глубже, чем может проникнуть свет. Эти животные имеют специализированные приспособления, называемых лучами. Лучи длиннее самой рыбы и свисают с плавника, когда рыба плавает. Лучи имеют специальную конструкцию. У них даже есть подушечки, которые защищают лучи во время контакта с морским дном. У рыб-треног очень маленький плавательный пузырь. Это важно из-за давления на глубине. Плавательный пузырь – это газонаполненный орган, который помогает рыбам поддерживать нейтральную плавучесть, благодаря чему они не тонут и не поднимаются в толще воды бесконтрольно. На дне океанов обитает удивительное существо. Оно очень медлительное и практически не умеет плавать. Вместо этого оно ходит по дну на видоизмененных плавниках. Это рыба. И для рыбы у нее очень странные пропорции тела, чем-то напоминающие лягушку. Ее и назвали рыба-лягушка. У нее очень хороший камуфляж, помогающий слиться с местностью. Они прекрасно чувствуют себя в коралловых рифах и нападают из засады. Рыба-лягушка медлительна во всем, кроме атаки. У нее самая быстрая скорость атаки из всех позвоночных. Трудно что-то разглядеть даже в замедленной съемке. Внешний вид их разнообразен и связан с местом их обитания. Они умеют подстраиваться под окружающую среду. Одна из самых интересных рыб-лягушек
Это волосатая рыба-лягушка. Она предпочитает селиться в кораллах, там она почти незаметна. И в отличие от других видов рыб-лягушек, над головой у нее есть отросток. Он дает ей преимущество, так как с помощью него волосатая рыба-лягушка может приманить к себе жертву. Она открывает огромный рот, создавая вакуум, и ближайшая жертва в доли секунды всасывается внутрь. Она съест все, что пролезет в ее огромный рот. Но такая рыба, как камбала, является проблемой. Я уже говорил, что рыба-лягушка очень медленная, но иногда, чтобы ускориться, она применяет интересную технику. Рыба проглатывает воду и из отверстий сзади выбрасывает ее наружу, создавая реактивную струю, которая заметно увеличивает ее скорость. Это удивительное существо называется рыба-фонарик. При взгляде на нее создается ощущение, что ее глаза светятся. Отчасти так и есть. Под ее глазами расположен объемистый светящийся орган, свечение которого обеспечивают симбиотические бактерии. Рыба по желанию способна включать и выключать свой фонарь, благодаря черной заслонке, которая поднимается или опускается перед органом. Это что-то вроде проблескового маяка. Свой светящийся орган рыба использует при поиске добычи, уклонения от хищников, а также для общения с другими представителями своего вида. Обитают эти удивительные рыбки в западной части Индийского океана, в районе Красного моря, Комодских островов и острова Реюньон. Есть они даже на Мальдивах. Эта рыба небольшая по размеру, максимум 12 см в длину. Обитает на относительно больших глубинах, обычно ниже 200 метров, хотя известно, что ночью они перемещаются в более мелкие воды. Она ночной хищник, проводящий день в пещерах и расщелинах и проявляющий активность ночью, когда рыба выплывает из укрытий в поисках пищи. Обычно она охотится большими группами вдали от рифа. Световые органы рыбы позволяют ей уклоняться от хищников. Для этого она применяет стратегию «моргни и плыви». Она медленно плывет в одном направлении с включенным светом, после чего моргнет им и хаотично меняется в другом направлении. Эти очаровательные существа являются наглядным примером того, насколько разнообразной может быть морская жизнь, и как виды могут адаптироваться к жизни в различных средах обитания. Их необычайная способность производить свет служит инструментом выживания в глубоких темных частях океана, куда не проникает солнечный свет. Представляю вам невероятное существо, спрятанное в глубинах океана. Он прячется в иле морского дна, оставляя на поверхности лишь свои огромные челюсти, и поджидает добычу. Молниеносный удар. И добыча поймана. Червь утаскивает жертву под землю и там поедает ее. Но иногда и он может промахнуться. Имя ему – австралийский пурпурный червь или червь Боббита. Не только рыба может стать его обедом. Осьминог тоже подойдет. И кальмар сгодится. Еще больше ужасает то, что длиной этот червь может вырастать до 3 метров. 3-метровый червь, который утаскивает своих жертв под землю, это реально страшно. Справедливости ради скажу, что он довольно тонкий и больше похож на веревку. Его диаметр примерно как большой палец руки. Червь Боббита встречается в Индонезии, Австралии, вблизи островов Фиджи, Бали, Новой Гвинеи и на Филиппинах. Червь способен затащить под землю и съесть кого угодно.
Даже эта рыба фугу, которая очень ядовита, не может чувствовать себя в безопасности. Рыба фугу имеет интересный защитный механизм. Она раздувается при опасности и становится как шар, тем самым избегая множества неприятностей. Однако червя боббита это не останавливает. Хоть и с трудом, он все же утаскивает ее. Дайверы, рискнувшие погрузиться в холодные воды северной части Тихого океана, изредка встречают среди камней и водорослей странных созданий с длинным и гибким телом, чьи головы выглядят уродливой пародией на человеческие. Но это не жертвы какого-то древнего проклятия, а всего лишь редкие лучеперые рыбы. Это угревидная зубатка. Они были известны еще исландским рыбакам. Те высушивали головы добытых в море чудовищ и хвастались ими перед гостями. Несмотря на то, что внешне зубатковые напоминают мурен или угрей, на самом деле это самостоятельный вид лучеперых рыб. На западе зубаток часто называют угорь-волк. Этим они обязаны удивительному строению ротового аппарата. На обеих челюстях располагаются несколько рядов зубов, причем в первом ряду находятся впечатляющие клыки. Они нужны рыбам для того, чтобы охотиться на моллюсков и ракообразных. Мощные челюстные мышцы позволяют с одинаковой легкостью разгрызать и твердые панцири, и рыболовные снасти. Впрочем, при случае зубатки не брезгуют и мелкой рыбешкой. От такого образа жизни зубы быстро приходят в непригодность, поэтому в зимний период они обновляются. Старые выпадают, а новые растут довольно быстро и становятся достаточно длинными и прочными уже через месяц-полтора. Еще одна характерная особенность зубаток – невероятно длинный спинной плавник. Всего позвоночник угревидной зубатки насчитывает порядка 200 позвонков. Это делает ее тело гибким и крайне подвижным. Размер и вес взрослых зубаток сильно разнятся от особи к особи. В среднем рыба может вырастать до 2,5 метров, при весе в 40-50 килограмм. Удивительно, но эти существа моногамны. В поединках за даму сердца самцы таранят друг друга массивными головами и рвут друг друга острыми клыками. Единственная защита – утолщение вокруг глаз и толстые губы. Это спасает далеко не всегда, так что гордый победитель всю жизнь ходит со шрамами. Самка мечет от 40 до 600 тысяч икринок, которые склеиваются в один большой шар и прилипают ко дну. Самцы сторожат ее, пока самки добивают пропитание. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.